Книга 146. 18 минут. Автор Питер Брэгман. Часть 1. Пауза. Иногда мы ошибаемся. Мы можем выбрать ошибочный путь в своей жизни, понимать это, но продолжать следовать по нему по инерции, не в силах остановиться. Например, открывая какой-либо бизнес, в процессе мы можем понять, что он будет убыточным. Мы будем понимать, что происходит, но нам будет трудно остановиться, так как мы уже вложили в него какие-то деньги. Мы продолжаем увеличивать инвестиции, и в итоге теряем все. То же самое происходит, когда мы отучились на какую-нибудь специальность 1-2 года, и теперь вынуждаем себя учиться до конца, хотя понимаем, что эта специальность нам не подходит. Чтобы дать задний ход, во-первых, вам необходимо замедлиться. Начните прислушиваться к другим идеям или рассматривать новые профессии. Если вы не уверены в финансовом вложении в свой бизнес, сократите его, не отказываясь полностью. Во-вторых, начните сначала. Иногда нам сложно отказаться от того, что мы уже начали. Но нам нужно остановиться и задать себе вопрос. Если бы я сейчас начинал с нуля, то я принял бы такое же решение? Неспособность людей признавать свою неправоту не раз рушила браки и наносила урон бизнесу и карьере. Причина была в нежелании показаться слабыми и признать свои ошибки. Таким образом, уменьшение инерции – это первый шаг к освобождению от убеждений, привычек, эмоций и дел, которые могут вас ограничивать. Иногда мы принимаем мгновенные эмоциональные решения, а потом сожалеем о них. За эмоциональную реакцию в мозге отвечает миндалевидная железа. За рациональное решение отвечает префронтальная кора. Чтобы префронтальная кора одолела миндалевидную железу, необходимо несколько секунд. Поэтому, когда вы на взводе, нужно сделать глубокий вдох, перед тем, как вы захотите что-то сказать, чтобы не выпалить то, за что вы будете сожалеть потом. Google даже внедрил в свои электронные сообщения функцию отмены. То есть вы можете отменить отправленное сообщение в течение 5 секунд. Таким образом, сделайте короткую паузу, и ваш следующий ход будет умнее. Наша жизнь – марафон, а не спринтерский забег. Даже если вы любите свою работу, вы быстро утомитесь, если не разрешите себе отдыхать. Однако, если мы все же находим время на отдых, мы находим новые способы повысить производительность. И обычно новые идеи приходят к нам не на работе, а когда вы гуляете, бегаете или болтаете с другом. Сейчас популярен метод прохождения длинных дистанций – чередование бега с ходьбой. Вы бежите несколько минут, а потом идете минуту. В этом случае спортсмены показывают лучшие результаты, чем тогда, когда они бегут дистанцию по старинке. Время от времени замедляясь, хотя бы на несколько минут, вы в итоге бежите быстрее и правильнее. И бег становится гораздо более приятным. Жизнь тоже гораздо приятнее, когда в ней есть перерывы на отдых. Поэтому не корите себя, если сегодня вам совсем ничего не хочется делать. Устройте себе выходной. Многие люди идентифицируют себя с их работой. То есть они думают, что если потеряют свою работу, само их существование окажется под вопросом. Определяя себя только через работу, мы ограничиваем свою индивидуальность. Возникает угроза депрессии, утраты самоуважения и смысла жизни, если встает вопрос об увольнении. У многих нет ответа на вопрос, кем они будут без своей работы. Поэтому вы всегда можете диверсифицировать свое развитие в разных направлениях. Если вас постигнет неудача в одной области, вы все равно сможете жить полной жизнью. Если вас уволят, а вы определяете себя как любящего родителя, с вами все будет в порядке. Если вы любите выращивать растения или считаете себя фотографом, все будет хорошо. Однако необходимо учесть один момент – надо действовать. То есть, если вы редко проводите время с детьми, вы не почувствуете себя любящим отцом. И вряд ли вы можете назвать себя фотографом, если фотографируете что-то раз в год. Если вы считаете, что нынешний уровень жизни требует безостановочной работы, может стоит найти способ жить скромнее ради самосохранения. Одно из препятствий – деньги. Многие одержимы работой именно потому, что хотят заработать достаточно средств для себя и семьи. Но именно развиваясь многогранно, мы уберегаем себя от неудачи в одной из сфер. И чем больше вы вкладываете в разные свои проявления, при утрате одного из них вы не пропадете, потому что сохранятся остальные. Если вы знаете, какой результат хотите получить, то можете сосредоточиться на главном и не поддаваться эмоциям, которые слишком часто заводят в тупик. Наша реакция на события выглядит следующим образом. Событие, реакция, результат. Например, если клиент скажет, что вы неэффективный сотрудник, вы вспылите и в итоге потеряете клиента. Если же вы будете держать у себя в голове цель, к которой вы идете, то есть развивать бизнес, вы не будете реагировать спонтанно, и ваша цепочка реакции будет выглядеть так. Событие, результат, реакция. Когда некое событие лишает вас самообладания, сделайте паузу, прежде чем реагировать, и задайте себе единственный вопрос. Что я хочу получить?
Эта методика поможет вам и в личных отношениях. Часть вторая. Главное в этом году. Чтобы зажить настоящей жизнью, в первую очередь надо сосредоточиться на определении приоритетов. Иначе, как бы усердно вы ни работали, вы будете размениваться по мелочам. Поэтому сначала надо решить, на что вы хотите потратить год. Вот 4 действия, которые могут стать для вас основными в следующем году. Во-первых, по максимуму используйте ваши сильные стороны. Во-вторых, примите ваши слабые стороны. В-третьих, заявите о ваших индивидуальных особенностях. И в-четвертых, займитесь тем, что вы любите. Например, Марк Цукерберг и основатели Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин, любили технологии, а потому реализовали себя именно в этой сфере. Они не думали, что достигнут таких высот, они начинали с того, что им просто это нравилось. Свои слабые стороны они компенсировали другими людьми, которых нанимали по мере разработки своих продуктов. Любое занятие может быть для других хобби и развлечением, поэтому все может приносить деньги. Например, если вы умеете выживать в лесу, вы можете создать компанию, которая будет заниматься сплочением коллектива на природе. Это может быть полезно для разных компаний. Таким образом, выберите дело, на котором вы сосредоточитесь в новом году. Даже если вы не слишком хороши в том, что вы любите делать, кто угодно может сделать что угодно при соблюдении 3 условий. Вы хотите этого добиться, вы верите, что можете этого добиться, и вам нравится этого добиваться. Хотите стать отличным руководителем? Тогда приготовьтесь довольно долгое время быть плохим руководителем, потому что отличным вы станете только благодаря практике. Если вы настроены на рост, то используйте неудачи для развития. Не было ни одного скрипача, который прозанимался бы десятки тысяч часов и при этом не стал звездой. Это волшебное число, которое позволяет стать лучшим в любом деле. Именно поэтому лучше, если попытки достичь ваших целей приносят вам удовольствие. Вы не сможете посвятить 10 тысяч часов делу, которое вам не нравится. Чтобы определить любимое дело, подумайте, чему вы готовы посвятить год и не бросать, даже если покажется, что у вас не получается. Вы можете сделать следующее. Во-первых, составьте список того, что вы любите делать или что вам интересно попробовать. Пишите все, что приходит вам в голову. Во-вторых, отделите дела, которые вы делаете вместе с другими, от тех, которыми занимаетесь в одиночку. В-третьих, проанализируйте дела, которыми вы любите заниматься в одиночку. Можете ли вы и хотите ли, чтобы в них участвовали другие? Попробуйте запускать стрим своих прохождений игр, или вступите в клуб писателей или в читательский клуб. Если вы можете и хотите подключить других людей к своим занятиям, оставьте их в списке. В-четвертых, проводите 90% времени на работе или вне ее, занимаясь тем, что вы любите, вместе с другими людьми, которым тоже это очень нравится. По возможности возьмите на себя роль лидера. Если вы что-то страстно любите и занимаетесь этим вместе с теми, кто также увлечен, вполне вероятно, что и дело, которым вы в итоге станете зарабатывать на жизнь, будет ближе к вашим хобби. Многие скажут, что этим могут заниматься только люди, у которых уже есть деньги, а вам надо оплачивать счета за коммуналку. Это правда, но это отговорка. Проще всего добиться успеха и при поиске работы и уже работая, если вы действительно любите то, чем занимаетесь. Вы не будете воспринимать то, что вы любите, как работу, потому что вам будет легко, и быть успешным для вас окажется естественно. Согласно данным, почти 20 часов в день мы тратим на сон, работу и просмотр телепередач. Многие смертельно больные люди, когда их спрашивают, о чем они сожалеют больше всего в жизни, говорят, что в первую очередь им жаль, что у них не хватило мужества жить своей жизнью, а не соответствовать ожиданиям других. А во вторую, что они так много работали на ненавистной им работе. Есть два способа предотвратить такой итог. Первый – работать меньше и заниматься собственной жизнью. Второй – работать так же много и даже больше над тем, что важно для вас. Поэтому в этом году сосредоточьтесь на главном, на том, что имеет для вас особое значение. Когда будущее неопределенно, трудно жить в настоящем. Например, многие люди годами не делают ремонт у себя дома, потому что думают, что вот-вот переедут в какое-то другое место. Не стараются продвигаться по карьерной лестнице, потому что думают, что сейчас время сокращений, и его вот-вот уволят. Некоторые люди живут в доме, который вот-вот развалится, и говорят себе, что если скоро конец света, зачем вообще чинить дом? Дэвид Маклелланд в своей книге обозначил, что каждого из нас ведут 3 потребности. Во-первых, успех. Это желание добиваться все более и более трудных целей. Во-вторых, причастность. Это желание нравиться и быть любимым. В-третьих, власть, в одном из 2 проявлений. Во-первых, личностно-ориентированное. Это желание влиять на других и получать уважение. И во-вторых, социально-ориентированное. Это желание делегировать полномочия другим,
обеспечивать им влияние и уважение. Если у людей есть возможность добиваться целей, получать признание и иметь влияние, они будут мотивированы и увлечены, даже если они слабо представляют себе будущее. Поэтому вместо того, чтобы беспокоиться, какой будет жизнь завтра, сосредоточьтесь на сегодняшнем дне. Ответьте на 3 вопроса. Во-первых, работаете ли вы над значимой и достаточно сложной задачей? Во-вторых, есть ли у вас рабочие или дружеские отношения с людьми, которые вам нравятся и которых вы считаете близкими? В-третьих, получаете ли вы признание вашей работы, неважно, оплачиваемой или нет? Участвуете ли вы в принятии решений и можете ли влиять на результат? Если на все вопросы вы ответите «да», отлично, у вас есть мотивация. Если на какой-то вопрос вы ответите «нет», действуйте. Убедитесь, что у вас есть четкие цели и свобода их добиваться, что сейчас вы работаете над сложными и интересными задачами. Найдите возможность сотрудничать с другими людьми. Ищите возможность влиять на ход событий. И радуйтесь достижениям других людей. Если вы создадите для себя подходящую среду, то вам хватит мотивации, чтобы двигаться в верном направлении, даже без плана. Даже если через полгода наступит конец света, по крайней мере, эти месяцы можно заполнить увлекательной и осмысленной работой в дружном коллективе. Вам необходимо расставлять приоритеты. Например, представьте, что вы попали на вечеринку со шведским столом. Вы захотите перепробовать все блюда, и наверняка сделаете это. Но в итоге уйдете с чувством дискомфорта от переедания. Таким образом, вечер, который мог вас порадовать изысканными блюдами, будет испорчен. То же самое и с остальными вашими делами. Есть столько интересных людей, приятных занятий, достойных мероприятий и привлекательных возможностей, что вам сложно выбрать что-то одно, поэтому вы хватаетесь за все и сразу. В итоге мы получаем невроз, истощение и перегрузку. Автор выделил для себя 5 категорий, которыми он хотел бы заниматься. 3 относятся к работе, а 2 к личной жизни. Все или почти все, что он делает, должно входить в одну из этих 5 категорий. Если не входит, он вежливо отказывается. Но при этом категория не обязательно должна быть целью, она может быть и областью. Допустим, получать удовольствие и заботиться о себе. Если вы работаете по 12 часов в сутки, навряд ли эта категория будет удовлетворена, поэтому, возможно, стоит задуматься о смене работы. Часть 3. Главное на сегодня. Начинайте планировать день заранее, чтобы избегать тех дел и развлечений, которыми вы не планировали сегодня заниматься. Если вы не будете планировать свой день, в голове у вас будет столько разных мыслей и дел, что вам будет очень трудно сделать хоть что-нибудь. Потому что мы не знаем, с чего начать, и не начинаем вовсе. Как вы уже наверняка знаете, крупные задачи нужно разделить на кусочки и начать их прорабатывать. При этом помните, вам необходимо сделать не все, а то, что нужно. У вас уже имеются 5 приоритетов года, они и должны стать основой организационной схемы вашего дня. 95% времени должно отводиться им. Оставшиеся 5% на все остальное. Если у вас слишком много дел в какой-то категории, то разместите их в порядке приоритетности или делегируйте часть своих дел помощнику. Сейчас на нас обрушивается такое количество информации, что мы теряемся в ней. Постоянно отвлекаемся и в итоге не успеваем делать все то, что планировали. Сейчас, как никогда раньше, нужно научиться говорить «нет». Я не буду читать эту статью, не буду читать это письмо, не буду отвечать на этот звонок, не приду на эту встречу и так далее. Пора сделать паузу, расставить приоритеты и сосредоточиться. Таким образом, чтобы сделать все необходимое, надо не только составить план дел, но и определить, от чего придется отказаться. Составляя список дел на месяц, всегда указывайте, где и когда вы этим займетесь. Например, одну группу людей попросили пройти медобследование в течение 30 дней. Второй группе сказали указать, куда и когда они пойдут проходить обследование. В итоге из первой группы его прошло 53% человек, из второй 100%. Самые сложные и важные задачи вам нужно поместить в начало дня. В послеобеденное время лучше заняться делами из категории 5%. Теперь можно применить правило 3 дней. Оно гарантирует, что пункты в списке никогда не остаются там дольше, чем на 3 дня. Со всем, что пробыло в списке больше 3 дней, производите одно из 4 действий. Во-первых, делайте немедленно. В итоге вы можете сделать сразу несколько дел, которые постоянно откладывали. Во-вторых, планируйте. Поставьте задачу на такое время, когда вы точно ее выполните, пусть даже через полгода. В-третьих, отпустите. Просто признайте, что не будете заниматься тем, что не хотите делать прямо сейчас или планировать на конкретную дату и время. В-четвертых, занесите в список когда-нибудь. Проверяйте его примерно раз в месяц. Периодически стирайте пункты, которые больше не важны, или переносите какие-то задачи в список текущих дел. Также ведите лист ожидания. Если вы послали кому-то электронное письмо,
оставили сообщение или просто ждете от кого-то отклика на какую-то тему, занесите это в список. Так вы не упустите из вида то, чего ждете от других людей, и сможете при необходимости повторить запрос. Вам необходимо сделать организацию своего дня ритуалом, достаточно простым, чтобы его можно было повторять каждый день. Ритуал в целом должен занимать 18 минут в день. Первый шаг – утро. Выделите ему 5 минут. Это возможность распланировать день по методике, о которой говорилось ранее. Второй шаг – повторная фокусировка. Выделите этому шагу 1 минуту в час. Заведите таймер, чтобы каждый час слышать звуковой сигнал, и начните заниматься делами, которые перечислены в ежедневнике. Когда вы услышите сигнал, спросите себя, продуктивно ли вы провели прошедший час. И вот так, час за часом, контролируйте свой день. Третий шаг – вечер. Выделите на него 5 минут. В конце дня выключите компьютер и оцените, как прошел день. Что нового вы узнали? Или надо ли с кем-то связаться, чтобы поддержать отношения? Если да, быстро напишите пару писем или позвоните. Всего 18 минут в день помогут вам предотвратить неэффективную трату многих часов. Вы можете изменить свое окружение, чтобы изменить себя. Например, если взять большую ложку, то съешь больше. Если положить еду на большую тарелку, то съешь больше. Если отодвинуть вазочку с шоколадными конфетами на 2 метра от письменного стола, съешь в половину меньше. Если живешь в минуте от винного магазина, то будешь пить больше. Поэтому просто измените обстановку. В случае с едой возьмите тарелку или ложку поменьше. Секретарь за стеклянным окошком ведет себя грубее с посетителями, чем без него. Чтобы обстановка в классе была более дружелюбной, необходимо рассадить учеников полукругом, чтобы они оказались лицом друг к другу, а не только к учителю. Создайте такую среду, чтобы дела, которые хочется сделать, стали привлекательными. На этом книга подходит к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!